Привет, меня тут спросили, подходит ли кето-диета для тех, кому удалили желчный пузырь. Стоит знать, что иногда желчный пузырь вырастает заново. В некоторых ситуациях он может отрастать, особенно если в ходе операции его удалили не полностью. У вас может быть желчный пузырь остаточного вида. Что ж, допустим, у вас нет желчного пузыря. Вам надо понимать, что при кетогенной диете 75% всех калорий вы получаете из жиров. И следует знать еще вот что. Предназначение желчного пузыря состоит в том, чтобы накапливать и концентрировать желчь. Здесь надо уточнить, что такое желчь. Желчь — это моющее средство, которое расщепляет жиры. Когда, например, вы отмываете руки от чего-то жирного, то средство, которым вы моете руки, действует примерно как желчь. Желчь расщепляет жиры в пищеварительной системе. И если у вас нет желчного пузыря, у вас остается лишь небольшой проток, ведущий из печени в кишечник, и желчь будет выделяться по капле. Но не обязательно в нужное время, потому что при употреблении пищи желчный пузырь сокращается и выдавливает приличный объем концентрированной желчи. В нем желчь концентрируется в 20 раз сильнее. Вся эта концентрированная желчь идет сюда и растворяет жиры. В итоге, из-за того, что желчь выделяется по капле, в ЖКТ поступает меньше желчи. Итак, во-первых, желчь может периодически заканчиваться. Во-вторых, ее может быть недостаточно. Вообще, желчь действует вместе с ферментами поджелудочной железы, особенно липазой. Желчь должна расщеплять жиры на мелкие частицы, после чего фермент липаза вступает в дело и расщепляет их на еще более мелкие частицы для усвоения. То есть может возникнуть ситуация, когда жиры не усваиваются полностью. Может возникнуть дефицит жирорастворимых витаминов, витамина А для глаз и кожи, витамина D для костей, витамина Е, витамина К2, который регулирует кальций и так далее. Это некоторые последствия удаления желчного пузыря. Вот что может вам пригодиться. Люди спрашивают, какая добавка поможет. Формула для желчного пузыря, для тех, у кого его нет. Многие, у кого он есть, тоже ее принимают. Она дает вам больше очищенных желчных солей. И тогда, когда вы едите, вам хватает желчи, чтобы пищеварение было полноценным. Не обязательно принимать это каждый раз. Достаточно одного раза в день с едой, чтобы увеличить количество желчи. Это поможет. Особенно, если вы заметили симптомы дефицита жирорастворимых витаминов, симптомы нехватки витамина А, витамина D и так далее. Если кожа стала сухой, волосы стали сухими, если стул не тонет, значит, вам нужно больше желчи. Итак, ответ. Да, вам стоит соблюдать кетогенную диету с интервальным голоданием. И поскольку большая часть калорий поступает из жиров, возможно, стоит принимать желчные соли просто для улучшения пищеварения. Но время от времени обязательно проверяйте, нет ли у вас дефицита жирорастворимых витаминов. Спасибо за просмотр. Наверняка вы уже подписались, но если нет, нажмите вот такую кнопку внизу и будьте в курсе новостей.